Я приветствую вас на своем канале, и сегодня я покажу, как сшить конверт одеяла с уголком. Для этого нам понадобится синтепон, хлопок, можно двух расцветок, булавки, сантиметровая лента, также ножницы. Из хлопка и синтепона нам нужно вырезать квадраты размером 100 на 100. То есть один квадрат размером 100 на 100 вот такой расцветки, второй квадрат также 100 на 100 сантиметров такой расцветки и 100 на 100 сантиметров из синтепона. Также дополнительно из ткани синтепона нам нужно будет вырезать по треугольничку со сторонами 40 сантиметров. И по диагонали получится примерно 57,5 сантиметров. Или же, если вы будете делать из одной расцветки, допустим, то просто вырежите квадрат 40 на 40 сантиметров и сложите его треугольничком. Но так как я буду делать из двух разных расцветок, то есть, еще раз повторюсь, треугольник со сторонами 40 сантиметров и основанием 57,5 сантиметров. Таких также у нас три части. 2 из хлопка и 1 из синтепона. Можно синтепон не добавлять по вашему желанию. Также, если вы захотите, можно добавить ушки. Я сделала вот такой вот, взяла одну из выкроек своих, из выкройки бортика мишки. Нарисовать ее легко, вы просто берете циркуль или что-нибудь обводите диаметром 7 сантиметров. Высота у нас будет 6,5 сантиметров примерно. Размер ушек вы сами себе подберете. Можно сделать, как у Микки Мауса, ушки. Можно сделать ушки зайчика. Также по желанию можно нарисовать и вырезать мордочку и на уголок ее пришить. Итак, приступим к подготовке деталей. Когда мы вырезали наши квадраты, 2 квадрата из хлопка 100 на 100 и 1 квадрат из синтепона, а также треугольнички. У меня получились треугольнички с основанием 56,5 сантиметров на сантиметр меньше, чем я говорила ранее. Стороны по 40 сантиметров. Также хотелось бы сказать, что если вы хотите сделать конверт поменьше, вы можете уменьшить квадрат основной метр на метр на пару сантиметров. Допустим, например, 96 на 96 и где-то стороны треугольника тоже по сантиметру, по 1,5 уменьшить, чтобы оно соответствовало. В общем, когда мы подготовили наши квадраты, нам нужно взять вот такую вот тарелочку любого диаметра. У меня с диаметром 19,5 сантиметров. Мы прикладываем вот так вот и обводим. Так мы поступаем со всеми нашими острыми углами, то есть все уголки мы скругляем. Если вы хотите, вы можете оставить острые. Также мы поступаем с синтепоном и вот с этими треугольничками. Также мы прикладываем, обводим сначала на ткани, потом на синтепоне, чтобы все было ровно. И вырезаем. Вот такие вот ровные уголки получаются, круглые. Так все наши уголки. Теперь мы займемся нашим уголком. Складываем наши треугольнички лицом к лицу. Вот таким образом. Под низ ложим слой синтепона. Скалываем это все булавками, чтобы не сместилось. Здесь, в принципе, можно не скалывать, мы будем здесь выворачивать. Теперь нужно на ширину лапки, либо на сантиметр прострочить вот эту вот нашу диагональ длинную. Вот так. Когда прострачиваем, так как мы прострачиваем синтепон, то чтобы у нас строчка была ровная, нужно натяжение нити уменьшить до единицы либо двоечки.
И ширину стежка я обычно ставлю побольше, 3-3,5. Ну, в среднем обычно сейчас буду на тройке прострачивать. Не забываем закрепить нить. Далее мы берем, расправляем вот таким образом. И вот этот шов нужно нам аккуратненько прогладить, чтобы у нас вот так вот ровно шел наш капюшончик. Проглаживать лучше на двоечке. Можно с паром небольшим, можно без пара, чтобы у нас синтепон, если у нас, например, пышный, чтобы он у нас немного уменьшился. Если у вас очень тонкий синтепон, тогда советую без пара. На двоечке достаточно будет. Проглаживаем. Вот так вот получилось. Если что-то лишнее есть, это вот можно обрезать. Также, если хотите, можно аккуратненько прострочить вот здесь вот, по этой длинной стороне. Так как это будет наш уголок, это будет наш капюшончик. Я прострочу все-таки тоже, чтобы не ездила. Это можно на сантиметрик, либо поставить иглу в крайнее левое положение и тоже прострочить. Так вот получилось. Если вы будете делать конверт с ушками, тогда нужно вырезать 2 детальки ушка из ткани и одну из синтепона, сложить лицом к лицу хлопковые части и вот таким образом сколоть булавками и прострочить вот по этим круглым сторонам обе детальки. Далее мы по круглым сторонам должны сделать насечки, чтобы наше ушко ровно лежало. Только аккуратно, не доходя до строчки, чтобы ушко не распоролось. Убираем булавки, обрезаем все лишнее и выворачиваем. Получается такое ушко. И аккуратно проглаживаем утюгом. Также, чтобы ушко красиво лежало у нас, можно вот здесь вот так вот сложить ушко пополам аккуратно, чтобы не было никаких складок внутри. И вот здесь где-то по краешку прострочить.
Вот такое получается ушко. Можно обычные ушки оставить. Когда мы сделали все детали, начинаем собирать наш конверт. На низ мы ложим синтепон. Далее лицом вверх одну расцветку ткани. Следующим вот у нас ушки. Мы их должны разложить на одинаковом расстоянии. Скалываем их булавками. Далее мы берем наш уголок и этими звездочками к звездочкам, то есть лицом к лицу. Ткани должны смотреть друг на друга. Также фиксирую в нескольких местах булавками. И последний слой — это хлопок лицом вниз. Аккуратно его раскладываем и скалываем по всему периметру булавками. Когда мы скалывали булавками по периметру, прострачиваем на швейной машинке на ширину лапки либо на сантиметр. Также при натяжении нити в единичку. И не забываем оставить где-нибудь расстояние, чтобы вывернуть наше одеялко. Когда мы прострочили наше одеялко по краю, также где наше отверстие, я одну сторону хлопковую пристрочила синтепону, чтобы легче было потом зашивать потайным стежком. Теперь нам нужно все наши круглые уголки вот так вот надрезать, не доходя до строчки, чтобы наши уголки ровно лежали, красиво вывернулись. Так, все 4 уголка я уже надрезала, все уголки. Теперь приступаем к выворачиванию. Можете начинать с дальних уголков, можете с ближних, кому как удобно. Я решила начать с уголка, который капюшончиком. Убираем булавки. Все наши уголки аккуратно выравниваем. Можно руками, так удобнее. Вот так вот у нас получилось. Такой. Теперь вот это вот отверстие мы должны зашить потайным стежком. Лучше, чтобы было ровно, сначала аккуратно прогладить конвертик, потом сколоть булавками, вот так вот, таким образом, и зашить потайным стежком. Когда мы зашили наше отверстие потайным стежком, по желанию вашему можно по краешку вот так вот прострочить. Как я прострачивала капюшон, точно так же по всему периметру
кроме вот этого вот самого капюшона. Получается, что получилось аккуратненько, я вот как раз от линии, где капюшон, от строчки этой, и на такую же ширину стежка, такую же ширину лапки также прострочила. Так оно получилось одной линией. Так конвертик смотрится аккуратнее. Вы можете прострочить, допустим, где-то на таком расстоянии. Можно вообще не прострачивать. Еще раз повторюсь, все зависит от ваших вкусов. Также к конверту можно сделать бантик на резинке. Как его сделать, я уже показывала в 2 своих видео. Как сделать конверт на выписку с плюшем и двухслойный конверт. Ссылки я оставлю в описании под видео. На этом наш конвертик готов. Осталось только его сложить. Если делать конвертик, допустим, 90 на 90, то он получится более компактным. Но если вы хотите, например, на зиму, то лучше, конечно, делать побольше. Одеялко вот такое. Так у нас получается, и можно под настроение менять наш конвертик. Можно его повернуть другой стороной. Эта сторона уже будет без ушек. Вы, конечно, можете пристрочить, но для машинки швейной, мне кажется, это будет проблематично. Если, например, будут ушки вот так вот они вместе, это получится очень много слоев, если только ушки в другом месте, например, вот здесь вот сделать. И вот такой вот. Бантик вы можете сделать двухсторонним, и петельку тоже можно сделать двухсторонней, чтобы когда менять конверт, допустим, одну сторону такую, другая если была зигзагом, какая-то больше бы подходила. Можно вообще из другого цвета сделать. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!